Сегодня у меня история от лица одной девушки. Я всегда восхищалась теми, кто берет детей из приюта. Чтобы принять такое решение, нужно быть действительно смелым и добрым, а также обладать ресурсами, которые позволят вырастить этого ребенка. Очень страшно, что малыш вырастет похожим на своих биологических родителей. А ведь они могут быть не очень хорошими людьми. Ребенок может не полюбить своих приемных отца и мать. Сомнений и страхов очень много. 5 лет назад мои соседи усыновили маленького мальчика. Ирина ушла от своего первого супруга и переехала в соседнюю квартиру вместе со своим сынишкой-подростком. Потом она снова вышла замуж. Ее новый супруг оказался моложе, чем Ира, на 10 лет как минимум. У него нет собственных детей, именно поэтому он и захотел завести их. Но забеременеть Ира не смогла. Денег на эко не хватало, на услуги суррогатной матери тем более. Семья у соседей совершенно обычная, никаких золотых гор. Даже машину они так и не купили. Тем не менее, через какое-то время я увидела, как Ира гуляет во дворе с коляской. Тогда я решила, что это не ее ребенок, что соседка просто присматривает за чужим. Только потом я выяснила, что они усыновили грудничка. Меня очень тронул их поступок. Какие же молодцы Ира с мужем. Золотые люди. Решили приютить брошенного малыша. Замечательная семья. Я очень гордилась тем, что знакома с такими прекрасными людьми. Малыш постепенно взрослел, он был невероятно хорошеньким, очень милый. Я предложила своему мужчине тоже взять ребенка из приюта. Аргументировала тем, что у соседей все так прекрасно складывается, но мой партнер отказался. Сказал, что хватит о наших, уже выросших детей, что у нас нет никакой потребности в том, чтобы усыновлять кого-то. К тому же вырасти ребенок может каким угодно. Мы не можем знать, кем были его родители. Совершенно стандартные фразы в общем. Я не удивилась. Ребенок еще подрос и начал ходить. Правда, далось ему это с трудом. Ира жаловалась мне, что малыш привык сидеть в коляске и никак не хотел передвигаться самостоятельно. С речью тоже были проблемы. Заговорил мальчик поздно и со сложностями. Соседка выглядела очень измученной. Даже когда ребенок уже вырос достаточно, чтобы она смогла спать по ночам, Ира все равно продолжала худеть и создавать впечатление невероятно утомленного человека. Раньше она всегда улыбалась, была довольна жизнью. Сейчас же она превратилась в собственную тень, стала похожа на старуху. Я предположила, что у нее могут быть проблемы со здоровьем, но оказалось, что дело в ребенке. Мальчик отставал в развитии. Было подозрение, что его не получится даже отдать в обычную школу. Теперь мальчик выглядит уже не таким миленьким, как раньше. Не так давно ему исполнилось 5. Он улыбчивый, но не разговорчивый. Видно, что речь ему не дается. И ведь это наверняка не единственная проблема. Ира все время злится, кричит на сына, отдергивает его по любому поводу. На это даже смотреть неловко. Сложно предполагать, как дальше сложится жизнь этой семьи, но все ее члены, очевидно, несчастны. Отец тоже ходит мрачнее тучи. Раньше они вдвоем с Ирой гуляли с коляской и выглядели такими радостными, а сейчас все это куда-то делось. Видно, что отцу приходится много работать, чтобы содержать особенное чадо. Он постоянно пропадает на работе. В какой-то момент мне даже показалось, что он ушел из семьи. Слишком уж долго я ничего о нем не слышала. И я бы вовсе не удивилась подобному. Многие мужчины убегают из семей, когда сталкиваются с подобными трудностями. Старший ребенок Иры уже вырос и уехал учиться в другой город. Соседка осталась наедине с младшим ребенком. Недавно я их снова встретила во дворе. Крики и злость, все как всегда. Заметно, что в этой семье нет никакой любви. Мне стало очень грустно, а ведь столько было надежд на хорошее будущее.